Привет всем, Арми! Для тех, кто видел столько контента, подтверждающего их отношения, вчерашний прямой эфир Тэхёна с участниками группы еще раз ясно показал, что Тэкук больше не может это скрывать. В частности, потому что, хотя все 3 трансляции длились не более 3 минут, участники всегда пели «С днем рождения» и засыпали всех поздравлениями, радуясь, казалось бы, счастливому Тэхёну, который явно наслаждался временем, проведенным вместе, несмотря на то, что Юнги плохо себя чувствовал и ему пришлось уйти пораньше отдохнуть. В любом случае, когда Тэхён начал первую трансляцию и сказал участникам, что готов, те, кто, несмотря на холод, поднялся с ним на крышу и еще раз поздравили его с днем рождения, все толкались, чтобы попасть в кадр. Конечно, Чингук был там и сумел подбодрить Тэхёна начать прямую трансляцию. Возможно, потому что им было холодно, или потому что все начали отвлекаться, и он хотел, чтобы Тэхён сказал несколько слов фанатам. Когда Хобби спросил, как он себя чувствует в этот день, ведь у него был день рождения, Тэхён ответил, что у него очень хорошее настроение, признавшись, что это потому, что участники группы были с ним, несмотря на морозную погоду. Затем он пожал руку каждому из них, сказав, что в течение следующих 10 лет им следует повторить что-то подобное. В этот момент он снова пожал руку Чингуку, который почему-то еще раз поздравил его. Интересно, как Тэхён начал с рукопожатия с Хобби, затем перешел к рукопожатию с Чингуком, которое, казалось, длилось дольше, чем предыдущие. И, наконец, когда он закончил пожимать руки Намджуну и Чимину, было мило, что он решил снова прикоснуться к руке Чингука, хотя их предыдущее рукопожатие длилось довольно долго. Было ясно, что он повторил это не потому, что забыл, а потому что рукопожатие должно было завершиться с Чингуком, чтобы еще раз воспользоваться моментом, что-то довольно подозрительное и труднозабываемое. Когда Тэхён попросил Чимина подержать телефон, потому что у него замерзли руки, Чингук заметил, что они только что закончили основную хореографию и скоро пойдут домой. Затем Хобби сказал, что это Тэхён привел их сюда и попросил провести с ним прямой эфир. Все начали повторять, что это Тэхён привел их сюда, на что он тут же кивнул, соглашаясь со сладкими обвинениями участников. Однако, когда Чимин начал уставать, и Намджун взял трубку, обратите внимание, что Тэхёну наконец-то удалось встать очень близко к Чингуку, пока все перестраивались. С самого начала Тэхён смотрел на лицо Чингука издалека, словно не желая упустить ни единой детали, и при этом сохранял прекрасную улыбку, которую дарил только Чингуку. Когда Намджун немного отступил назад, чтобы расставить участников так, чтобы все поместились в кадр, и пожаловался, что трансляция ведется вертикально, из-за чего трудно запечатлеть всех, Тэхён объяснил, что именно поэтому он держит телефон вертикально. По какой-то причине Тэхён и Чингук несколько секунд смотрели друг на друга. Разговора между ними не было, но было странно, как их взгляды встретились именно в тот момент, когда Тэхён закончил говорить. Он на мгновение замолчал, прежде чем снова посмотреть на камеру, которую держал Намджун. Было ясно, что их взгляды были неизбежны. И тот факт, что Тэхён продолжал искать Чингука, даже отвлекаясь, был настолько милым, что Тэхён завершил первую трансляцию. Во второй трансляции к нему присоединился Джин. Ему сказали, что все на крыше, затем упомянули, что Юнги отсутствует по состоянию здоровья. Все попросили Джина встать посередине и поделиться своими новогодними пожеланиями, поскольку все остальные уже поделились своими, и только его нет. Здесь я хочу, чтобы все были очень внимательны, потому что, честно говоря, я до сих пор не могу смириться с тем, что мы видим Тэкука в таком свете, на уровне, намного превосходящем мои ожидания. Когда Джин собирался поделиться своими новогодними пожеланиями, Чингук, казалось, немного отодвинулся, поняв, что Тэхён собирается пройти мимо него. Но Тэхён положил руку на талию Чингука, чтобы удержать его, потому что Тэхён хотел остаться позади, и Чингук остался на месте. Самое забавное, что когда Чингук попросил Тэхёна встать между ним и Чимином, сделав при этом жест рукой, Тэхён проигнорировал его. Очень мило. Тэхён потянул Чингука за куртку, чтобы тот снова отодвинулся, и Чингук совсем не сопротивлялся. Когда Тэхён наконец обнял Чингука сзади, гораздо крепче, чем другие участники группы, между ними почти не было личного пространства. Казалось, невозможно было определить, где заканчивается Чингук и начинается Тэхён. Счастье, которое он почувствовал, когда Тэхён уткнулся лицом в шею Чингука, продолжая крепко и крепко обнимать его, словно не желая отпускать, было очень очевидным.
И то же чувство было также видно в сдержанной улыбке Чингука, когда Тэхён обхватил его за талию и так нежно прижался к нему. Эта сцена была одним из самых красивых и запоминающихся моментов, которые я когда-либо видела, потому что, когда Джин продолжил исполнять свое новогоднее желание, Тэхён остался прежним, хотя другие участники группы не обнимались так же. Когда Джин сказал, что им нужна такая семейная фотография, чтобы повесить ее в особом месте в их доме, Тэхён, все еще крепко обнимая Чингука, притянул его еще ближе, как будто этого было недостаточно. Его улыбка не лгала, и то, как Чингук спокойно принял объятия, обеспечив опору для ерзающего Тэхёна, который все время хотел приблизиться, это момент, который я никогда не забуду. Потому что именно этого Тэхён хотел с самого начала, и он наконец нашел способ воспользоваться ситуацией, чтобы приблизиться к Чингуку. Чингук попросил Тэхёна подойти и обнять его, но Тэхён остался позади и обнял Чингука еще крепче, пока Чингук не смог сдержать улыбку в ответ на его нежность. Наверное, кому-то стоит напомнить Тэхёну, что он не сможет слиться с Чингуком, как бы ни старался, потому что именно этого он явно хочет всем сердцем. Я действительно думала, что видео с Тэхёном и Чингуком в самолете станет самым запоминающимся моментом года, но теперь этот жест соперничает с ним, потому что Тэхён явно не хочет отпускать Чингука. Кто-нибудь может разглядеть улыбку Чингука, когда Тэхён его обнимает? Эта подавленная улыбка просто появляется. Потому что Тэхён был у него на руках, и он обнимал его так крепко, как только мог. Никто не сможет отрицать, что Тэхён был очень привязан ко мне, о чем свидетельствует его сильная привязанность, когда он почувствовал, что Чингук слишком близко. И тот факт, что я абсолютно не могу забыть этот момент, что бы ни случилось потом, доказывает, что это момент, который стоит помнить вечно. Когда участники начали обсуждать добавление Юнги к семейному фото с помощью или Photoshop, потому что он еще не был готов, и все были сосредоточены на этом, Тэхён вдруг вспомнил нечто слишком важное, чтобы это игнорировать. Он понял, что Чингук не поделился своим новогодним желанием, как остальные, а для него это было очень важно, чтобы все его услышали. Поэтому он попросил Чингука сказать это вслух, попросив его подойти поближе, чтобы все обратили внимание. Тэхён осторожно подтолкнул Чингука в центр, когда все отошли в сторону. Затем, когда он хотел снова обнять его, а Чингук сказал, что хочет скоро вернуться домой и начать продвижение, Тэхён начал играть с шляпой Чингука и нежно гладить ее, слушая новогоднее желание Чингука. Видеть его таким милым протеже, человеком, которого он всегда ставит на первое место и о котором всегда заботится, это одно из самых очаровательных зрелищ, которые я когда-либо видела. Потому что, когда Тэхён понял, что Чингук не поделился своими новогодними пожеланиями и тут же остановил всех, кто просил его высказаться, это напомнило мне о том, как Тэхён всегда помогал Чингуку раскрыться и продолжал относиться к нему как к самому важному в своей жизни. И когда началась третья и последняя трансляция из спортзала, я все еще была невероятно тронута тем, как Чингук побежал присоединиться к празднованию Тэхёна и стать его частью. Думаю, пройдет очень много времени, прежде чем я смогу по-настоящему забыть эти взгляды, эти молчаливые объятия и привычку Тэхёна всегда следить за тем, чтобы все обращали внимание на то, что для него важнее всего. Никто никогда не изменит моего мнения о том, что Тэкук показал своими действиями, как они смотрели друг на друга, как Тэхён всегда прижимался к Чингуку с улыбкой, полной радости, за то, что у них был такой значимый момент. Даже я не смогла бы описать это лучше. И нужно действительно закрыть глаза, чтобы не принять тот факт, что отношения Тэкука со временем становятся все более и более реальными, и все это делает их все более и более очевидными. Потому что любовь Тэкука всегда будет достойна восхищения, так же, как и любовь, которую Тэхён всегда будет проявлять к Чингуку.